Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня мы подготовили для вас захватывающий тест, который проверит ваши знания в самых разных областях, от науки до искусства. Готовы бросить вызов своим умениям и узнать что-то новое? Тогда устраивайтесь поудобнее, и давайте начнем. Какое животное издает самый громкий звук, на который способно живое существо на нашей планете? Синий кит, бегемот, слон, павлин. Синий кит, этот морской обитатель, несомненно обладает самым мощным голосом на свете. Интенсивность издаваемых им звуков равняется 188 децибелам. Столь громкий зов слышен на расстоянии в 800 километров. Если великан подаст голос неподалеку от человека, то последнему грозит разрыв не только барабанных перепонок, но и легких. Аблютофобия – это боязнь открытого пространства, боязнь ветра, боязнь умывания, купания и стирки, боязнь мотыльков. Аблютофобия – это нереалистичный или иррациональный страх перед купанием или мытьем, который связан с травмирующим событием или негативным стимулом. Чувство панического, необъяснимого страха воды может проявляться по-разному. Кто-то испытывает страх только перед купанием, а умывание переносит легко, у других вызывает ужас вид наполненной ванны, а душ воспринимается абсолютно спокойно. Люди, страдающие аблютофобией, склонны заменять чистую воду на различные напитки – чай, кофе, молоко. Они никогда не наберут полную ванну воды для купания. Мыться будут наспех, а вытираться тщательно. Какой океан ранее назывался Гиперборейским? Тихий океан, Индийский океан, Северный Ледовитый океан, Атлантический океан. Северный Ледовитый океан – часть Мирового океана, наименьший и самый мелкий из океанов Земли, расположенный в Северной полярной области. Характеризуется частичным покрытием поверхности морским льдом в течение всего года. Впервые выделен как самостоятельный океан в 1650 году нидерландским картографом Б. Варениусом под названием Гиперборейского океана в 1845 году. Как называется крупнейшая в мире гидроэлектростанция, расположенная на реке Янцзы? 3 горы, 3 ущелья, 3 моря, 3 реки. Три ущелья – крупнейшая в мире гравитационная плотинная гидроэлектростанция, которая находится на реке Янцзы в китайской провинции Хубэй. Строительство объекта началось в 1992 году и завершилось в мае 2012 году. На сегодняшний день гидроэлектростанция «Три ущелья» является крупнейшим гидротехническим сооружением в мире. Стоимость строительства составила $30,5 миллиарда. При какой температуре начинает кипеть ацетон? 105,2, 56,1, 60, 90,5. Ацетон является одним из самых популярных органических растворителей, который может использоваться как самостоятельно, так и в качестве сырья какого-либо промышленного продукта, либо в соединении с другим веществом. Представляет он собой прозрачную жидкость, имеющую сильный и резкий запах. К свойствам ацетона относят его отличную растворимость в простой воде и с некоторыми растворителями органического характера. Ацетон начинает закипать при температуре 56,1, а плавится при 95 градусов. Какая настоящая фамилия Николая Гоголя? Полторацкий, не пей вода, Янковский, Гоголь. Согласно церковной метрике, будущего писателя при рождении назвали Николаем Яновским.
По прошению его отца, Василия Афанасьевича, в 1820 году Николай Яновский был признан дворянином, а в 1821 году за ним была закреплена фамилия Гоголь-Яновский. Позже писатель отбросил ее вторую часть Яновский, говоря, что ее поляки выдумали, оставив себе только первую – Гоголь. Как звали жену Одиссея? Теодора, Пенелопа, Афродита, Гера. Пенелопа – персонаж греческой мифологии, супруга царя Итаки, Одиссея и мать Телемаха. История Одиссея и Пенелопы – это не просто приключенческая сага, но и миф о верности. Одиссей, встречая на своем пути разных женщин, например, нимфу Калипсо или волшебницу Цирцею, все же стремился вернуться к своей жене. Как в России сначала называли пароход? Пароплав, паровоз, дымоплав, пироскав. Пароход – судно, оснащенное поршневой паровой машиной или паровой турбиной в качестве тягового двигателя. Слово «пароход» ввел в употребление русский морской офицер Рекорд, участник первого официального рейса первого русского парохода, построенного на базе баржи «Елизавета» в 1815 году. До этого судно, приводимое в движение паром, в России называли на западный манер «пироскав», по названию первого французского парового судна «Пироскав». Кто время от времени занимается камланием? Уборщик, дрессировщик животных, шаман, трубочист. Камлания – священный шаманский ритуал, во время которого шаманы в тонком теле совершают путешествие по воображаемой реке Энгдикит с целью встречи с душой новорожденного, проводов души умершего или поисков души заболевшего. Шаман берет бубен, одевает свой наряд, вселяет в себя духов-помощников и отправляется на поиски души больного. Костюм шамана, увешанный железом и украшениями, является своего рода панцирем, защищающим его от враждебных духов. Шаман будто бы вторгается в мир мертвых и ведет с ними битву, отбивая души живых. Какой город называется городом ветров? Чикаго, Токио, Лондон, Баку. Город Чикаго известен под множеством прозвищ, но чаще всего его называют «ветреный город». Это наименование прицепилось к городу после выставки Колумба, которая прошла в Чикаго в 1893 года. Началось все с журналиста Чарльза Дана, который написал, что Чикаго – город ветров из-за пустых обещаний политиков, использовавших трибуну в своих интересах.